Какой самый опасный грех? Чего особенно надо человеку бояться? Грех, который особенно является началом именно страсти и порождает, скорее всего, страсть. Скорее всего. Это самое такое эффективное средство. Почему и вопрос стоит даже об этом. Какой самый опасный грех? Вот вы думаете, что я скажу там гордость, например, да, или жадность, да. Ничего, вот и не скажу. Совсем нет. Еще что-нибудь, и еще что-нибудь не так. Назовите любой. Я скажу, нет. Все равно нет. Ну, по секрету скажу, конечно, да. Так бы я ни за что не сказал. Это тайна, которую знают только избранные, слышите? Поскольку сами они там, в нем, потому не избранные. Да. Самый страшный грех, самый страшный, я говорю, грех, это тот грех, который совершается без насилия страсти, добровольно, легко. Ничто меня к нему не влечет, а просто взял и делал. Могу не делать? Могу. А могу и сделать. Вот это самый страшный грех. Я знаю, что это нехорошо. Я знаю, что лучше этого избегать. И без всякого насилия, еще раз я повторяю, насилия какой-либо страсти, у меня, допустим, нет к этому, а я это совершаю. Самый ужасный – это грех. Ну, какое насилие, понятно. Например, если я всю жизнь выпиваю, я уже не могу не выпить, например, или могу не закурить, или не могу даже, скажу, обругаться. Как это мне, чтобы через каждое слово не запустить словечком? Я настолько привык, что я уже даже не могу себе представить, как можно без этого быть. Чтобы 2-, 3- и 5-этажными не, так сказать, во все стороны не рассылать эти стрелы. Он даже подчас и не может, настолько привык. А я говорю, самый опасный грех, с которого начинаются вот эти грехи, с которыми потом человек не может справиться, все эти страсти – это то, когда мы совершаем явный все-таки грех, с которым мы сейчас, меня никто не понуждает, не заставляет, не насилует. Я могу этого не делать. Это самый опасный грех. Вот, например, какой-нибудь пример надо привести. Разговариваю о каком-то человеке. Так? И я что-то такое о нем знаю. Ну, не очень хорошее. Иногда меня влечет с такой силой, что я не могу не сказать. Ну что вы. Я буду все и звонить, и говорить, не знаю. А иногда я чувствую, что я могу сказать, могу не сказать. Совершенно я спокоен. У меня из души не прет. Знаете, что такое прет? А? И я, понимая, что если я скажу, я сделаю нехорошо. Я могу, имею сил, все силы не говорить. И я все-таки говорю. Это пример. Это во всех сферах грехов. Это можно такое. Самый опасный грех. Он является началом, если хотите, навыка. Но даже не в этом суть дела. А суть дела в другом. Что этот грех означает мой добровольный выбор греха в то время, когда я совершенно спокойно стою перед выбором. Не толкает меня никто, а я стою, и я избираю, Бог или против Бога. Я просто спокойно избираю. Вот что страшно. Вот здесь я показываю направление своей воли, направление, выбор своей жизни. В этом, кажется, мелком небольшом акте. Акт-то совсем небольшой. Ну, подумай, что там. Ничего, кажется, это и не значит. На самом деле, вот тут нужно поверить святым отцам. Они утверждают, это самый опасный грех. Более того, преподобный Марк Подвижник, например, прямо говорит, причиною всех наших невольных грехов, слышите, невольных, что такое невольных? А не могу уже, не могу. Причиной всех этих невольных грехов являются наши произвольные грехи.
произвольные, когда я свободен, у меня нет страсти, нет влечений, нет понуждения, а я просто, подумаешь, какой это грех. Чепуха, мелочь. Они утверждают, что именно этим актом, свободным актом, когда я не являюсь рабом еще, этим свободным актом я фактически избираю вместо Бога дьявола. А о том, что это такое избрать вместо Бога дьявола, об этом есть очень серьезные предупреждения. Мы никогда не знаем, в какой степени этот, по видимости, мелкий грех, но совершаемый добровольно, в какой степени он не свяжет, не соединит нас с дьяволом. Преподобный Антоний Великий очень строго предупреждает и пишет, когда мы стараемся жить по заповедям, стараемся, есть даже спотыкаемся, но каемся, но движемся куда? Мы повернуты своим лицом к Богу, повернуты. Идем, хотя упали, разбили нос, но опять встаем и идем туда же. Тогда, говорит он, да, мы соединяемся действительно с божественной благодатью, с ангелами Божиими. Когда же мы добровольно грешим, слышите, добровольно, еще раз говорю, грешим, так? Тогда мы соединяемся, наш дух соединяется с демонами-мучителями. Не просто даже с демонами. И так кажется, и так понятно, что демоны и есть мучители. Что еще тут объяснять? Нет, он подчеркивает. С демонами-мучителями. Он предупреждает, обращается. Вы, христиане, знайте это. Другие не знают. Почему мы говорим, как жалко? Почему апостолы шли и проповедовали по всему миру? Почему Христос сказал, идите, научите все народы по любви, потому что не знают люди. Идут, и, оказывается, там попадают в болото, к диким зверям, к разбойникам. Вот ведь почему шли и проповедовали апостолы-то. Не знают они этого. Но он обращается к христианам, и говорит, вы знаете, что, оказывается, эти произвольные грехи соединяют нас с демонами-мучителями. Стоит задуматься над этими словами.